У нас в жизни на нас много воздействий. Ты должен быть и вот такой, и спортивный, и загорелый, и богатый. А что на самом деле ты хочешь? Сам коучинг зашита формула, которая связана с потенциалом. Это прикольная штука, когда кто-то тебе задает вопрос. Ты сам на него отвечаешь. Так как же коучинг помогает бизнесу? Сегодня у меня специальный гость. Я бы сказал, легендарный. Зовут его Александр Высоцкий. Это живая легенда бизнес-образования. Я думаю, что его можно смело назвать классикой современного менеджмента. Это господин Александр Высоцкий, человек, с которым я проработал в одной команде 10 лет, человек, который меня знает, можно так сказать, с обеих пеленок. И для меня большая радость и большая честь сегодня с ним пообщаться. Здорово, здорово. Давно не виделись. Много было вложено мудрости, ума, наставничества. И вот посмотрите, до чего я дорос, до кого я дорос. До чего я Да, докатился. до Ну, настоящего прекрасно. матерого коуча, который коучит своего бывшего босса. И не просто человека, а человека-легенду. Потому что для меня вы настоящая живая легенда. И я вас приравниваю к классике современного менеджмента. О, спасибо. Очень Да. приятно. Для меня это не столько комплимент, наверное, сколько для меня это реальность. Я думаю, что для многих тех ребят, которые у вас учились, они это подтвердят. Особенно те, у которых были успехи, а те, кто, может быть, успехов не получил, все равно получили хорошую школу. Не добежали, но согрелись. Окей, хорошо, пойдет. Так, ну что, о чем мы сегодня будем говорить с тобой? Как коучинг помогает бизнесу? У нас такая тема была заявлена. Хороший вопрос. Ты знаешь, такая как бы преамбула. Буквально вчера, позавчера общался с одним из своих друзей, которые в бизнесе, у которых бизнес развивается, растет. Он у нас на акселераторе, то есть понятно, как бы что делать. И я смотрел на него, я смотрел, вот у меня же здесь в Майами есть такой бизнес-клуб, бизнес-тусовка, туда разные предприниматели приходят, мы с ними знакомимся. И я вот пытался, знаешь, уловить разницу, да, какая. И я могу тебе сказать, что это интересная штука, что люди не реализуют свой потенциал. То есть очень много предпринимателей, и если они нас смотрят, они, может быть, не признаются, но согласятся в глубине души, что они не реализуют свой потенциал, что у них есть вот это ощущение, что я могу больше, я могу быстрее, я могу с более крутыми результатами, но вот что-то мне не позволяет, что-то тут, как говорится, жмет, то там не хватает, то длинное, то короткое, короче говоря, и не реализует потенциал. И это, наверное, основная, я так понимаю, проблема, с которой коучи сталкиваются. Недавно мне один человек сказал, говорит, Исаев, представь, что... Она даже не сказала представь, это я сейчас смягчаю. Она сказала, Исаев, твой потенциал реализован на 2%. Так. Я поспешил расстроиться. А потом пересмотрел эту фразу с точки зрения, что если на 2% уже это, то что будет, если я еще 2 добавлю? Да, ну слушай, блин, это нормально на самом деле. И у меня же тоже постоянное ощущение, что я не реализую в полной мере свой потенциал. Я думаю, что это нормальное ощущение. Конечно, можно себя успокаивать, что ой, да что, ты такой красавчик, ты уже и то сделал, и это сделал, и все такое, пятое, десятое, но ты-то знаешь на самом деле. Почему мы говорим о потенциале на самом деле? Наверное, потому что в сам коучинг зашита формула, которая связана с потенциалом. И результативность с точки зрения коучинга определяется как потенциал минус вмешательство. Это на самом деле так вот еще история про некую дискретность. В один момент времени для человека существует либо его потенциал, либо то, что ему мешает. И человек делает выбор. Он свое внимание посадит на то, что ему мешает, внешняя история или это внутренняя история, которую он себе рассказывает, либо он сконцентрируется на том, а как он что-то может сделать. Это во многом о выборе не только коуча, но и любого специалиста, консультанта и даже друга. Что
Если перед тобой человек, рамка или представление о людях и о тебе конкретно такая, что с тобой изначально все хорошо, что в тебе есть потенциал, ты здоровый, и тебя лечить не надо, то получается, что потенциал реализовать возможно, потому что другой человек в тебя верит. А верит, как правило, не во вмешательство, а в Ну, слушай, потенциал. мы же все здоровы, в какой-то степени здоровы, в какой-то степени нездоровы. Слушай, у меня полно крутых друзей, которые делают вообще невероятные проекты, там, компании миллиардные строят, книги пишут, там, в шоу-бизнесе успехов добиваются. Когда ты общаешься с этими людьми, ты же понимаешь, что это такие же нормальные люди, как и все остальные, со своими комплексами, со своими проблемами, со своими какими-то нерациональностями. На своем определенном уровне они имеют страхи. У нас у каждого есть страхи, да, делать что-то новое, идти куда-то, куда ты не шел, вообще смотреть на что-то, на что не смотрел. И у них точно так же есть, и кем бы ты ни был, ты дворник или ты мультимиллиардер, у тебя набор страхов, у тебя набор вот этих всех вещей, связанных с тем, что смогу ли я, потяну ли я, а такой ли я, хочу ли я и все остальное. Это же есть на самом деле у каждого человека. Ну, я брал у тебя коучинг, я об этом рассказывал, и у нас бизнес-бустер сейчас строен коучинг. Меня спрашивают, что такое коучинг? Ну, нахрена он нужен, этот чертов коучинг? Это что там, ковыряние в мозгах там, или что? Что это? Это что, чтобы у тебя там в потоке и в моменте, и там дыхание каким-нибудь местом, ну и всякие другие штуки. Что такое на самом деле коучинг? Я, знаешь, вот как вот я друзьям пытался объяснить, не знаю, насколько успешно. То есть, видимо, успешно это тогда, когда он потом все бросил и побежал искать коуча хорошего, да? А неуспешно это когда не побежал. Я когда пытался объяснять, я все время говорю, вот представь себе, что у тебя есть очень позитивный друг, с которым ты себя чувствуешь в безопасности, и который тебе, ну, грубо говоря, условно, да, с утра спрашивает: Сань, ты сегодня вот что собираешься сделать там на пути к своим целям? Кстати, у тебя цели-то какие? Там, что ты вообще хочешь сегодня достичь? Причем он это делает не в такой манере. И что ты хочешь достичь? Вообще, ты хочешь что-то достичь? Ничтожество бесстыдное. Без претензий. Да, а он действительно у тебя спрашивает с большим интересом, с большой заинтересованностью, вот, а как ты хочешь прожить этот день, эту неделю, этот год, whatever. И это потрясающая вещь. Ну, для меня, по крайней мере. Потому что, знаешь, я с детства жил в такой парадигме. Не знаю, у меня было все время с детства такое ощущение, что я могу сделать все, что угодно, при условии, что я знаю, что делать-то надо, блин. Вот у меня было все время такое ощущение с детства, что я могу достичь чего угодно, я могу сделать чего угодно, если я захочу. Но проблема в том, что я что-то мало хочу, блин. Вот что хочу, то получается. Ну, хочу как-то мало на самом деле. Я вот объясняю своим друзьям, что, ну вот представь себе, что есть человек, который на самом деле тебе просто помогает, задает тебе вопросы, а когда тебе задают вопрос на какую-то тему, то ты рано или поздно тебе приходит твой ответ, настоящий ответ. А я-то что хочу? У меня-то какой приоритет? А я-то куда, собственно говоря, гребу? И прикольно, что когда ты сам отвечаешь на этот вопрос, и ты сам для себя начинаешь фокусироваться на приоритетах, у тебя сразу результаты меняются. И в этом как бы идея, вот для меня, я не являюсь там гуру в области коучинга, но для меня идея заключается в этом, что ты сам для себя отвечаешь на вопрос, что на самом деле для тебя важно. Не социумом навязано, да, не всем этим шумом, что ты должен быть и вот такой, и там и спортивный, и загорелый, и богатый, и блестящий, и тачка, и все остальное у тебя должно быть, да, и что-то еще. Ну, зависит от уровня, там разные эти хотелки меняются. А что на самом деле ты хочешь? И ты тогда начинаешь это реализовывать, при этом коуч помогает, еще задает тебе вопросы, связанные с инструментами, чтобы понять, какие твои инструменты природные, естественные для тебя. Потому что мы же живем в мире несчастных людей, по сути. У нас огромное количество людей, которые богаты, знамениты, они несчастливы. Они
И ты просто смотришь на них и думаешь, вот они прикладывают невероятные усилия, невероятную дисциплину, чтобы заставить себя продолжать делать там то, что в том, в чем они добились успеха. Но они на самом деле несчастливы. Одна из причин – это неправильные инструменты, не свойственные для тебя. Да, эффективные, но не свойственные для тебя. И хочется у них спросить, ты для чего вообще живешь? Ну, зачем это нужно тебе? Зачем это нужно остальным? Да, ты красиво прыгаешь, делаешь сальто, кульбиты, они восхищаются, тебе несут цветы, деньги там и все такое. Но тебе-то это зачем? Вот. И коуч, мне кажется, помогает еще хорошо в том, чтобы найти вот этот вот путь, вот этот инструмент. По крайней мере, наш с тобой коучинг мне очень хорошо помог сфокусироваться. Вот ответить на вопрос, а чего я на самом деле хочу. Не моя компания от меня хочет, не моя команда от меня хочет, не мои партнеры, не моя жена, а я сам чего хочу. И второй вопрос, наверное, а как для меня естественно этого добиваться? Не так, как обязательно от меня ожидают там все люди вокруг, а так, как для меня естественно добиваться. Поэтому я бы сказал, это кайфовая как бы штука. Как это объяснить людям, я не знаю. То есть мне сложно сказать, и вот я объясняю так, что представь себе, что у тебя есть вот это, и ты все время отвечаешь на этот вопрос, и ты сам находишь ответы, и ты двигаешься, и твои и результаты, и кайф от жизни меняется. Вот. Но это выглядит как-то не твердо. Вот я не знаю, как ты коучинг вообще продаешь после этого, потому что вот народ предпочитает, там, не знаю, гоняться за сумочкой Биркин, понимаешь, или там покупать новые Мерседесы, но при этом совсем не заботиться о себе, ну, о своем настоящем кайфе как бы в моменте, каждый день, там, в каждую минуту. Вот это на самом деле поразительно. Но я не понимаю, как это продать, потому что в этом мире есть много классных штук, и вот коучинг одна из таких штук, которые важны, которые дают качество жизни, но вот как это объяснить людям, чтобы они захотели, вот хрен его знает. Ну, это во многом проблема самого определения слова коучинг. Потому что если почитать то, что пишут в интернетах, то очень трудно найти крупицы истины, которая отражает действительно, что такое есть. И я такое определение нашел, оно мне подходит. Я им могу поделиться, и, возможно, это прольет свет, почему трудно об этом объяснять, потому что это похоже на искусство. Коучинг – это искусство общения и поведения к другому человеку, чтобы для него и с ним создать ту атмосферу, в которой ему будет хотеться продвигаться к своим целям и получать от этого удовлетворение. Когда мы говорим Ну про вот да. эту атмосферу, это про атмосферу развития, обучения, исследования, которая подходит именно этому человеку. Здесь очень много эмпатии, здесь очень много чего-то такого нематериального, но специфической связи между двумя людьми, и которая очень продуктивна. Хотя это на грани творчества, но в то же время коучинг достаточно твердая штука. Ну да, просто это вот знаешь из области, это действительно из области искусства. Это как звучит, как будто, знаешь, ты продаешь человеку лучшего друга, типа такого. Ты продаешь человеку, но у нас не принято продавать лучших друзей, то есть у нас это имеет негативное значение продавать лучше. Но здесь как будто ты продаешь человеку лучшего друга, и проблема еще в том, что, как правило, лучшие друзья не являются хорошими коучами, потому что они просто Это да. не понимают, они не понимают, что нельзя человеку советовать, нельзя навязывать какие-то идеи. Они не понимают, что смертельно давать человеку какие-то оценки, типа да, вот это, ты вот в этом ты самый лучший, и ты должен это делать, что-то такое. Это абсолютно антикоучинговый подход. Вот поэтому мне бесконечно нравится коучинг, поэтому мы сделали внутреннюю с твоей помощью школу коучей для бустера, и поэтому мы даем это как бы как часть бизнес-акселератора. Для нас это кайфово, потому что когда участник бустера в бизнес-акселераторе еще получает коуча, то есть он быстрее двигается, у него больше энергии, больше эмоций там и все такое. То есть у нас такая, знаешь, ну, понятно, что мы и заботимся, естественно, о них, но все-таки есть и техническая такая составляющая, почему для нас это важно. Но видишь, какая штука, мы не продаем коучинг, как именно вот отдельно коучинг, да, мы говорим, вот бизнес-акселератор, и там действительно в акселераторе
там много чего другого, как бы более твердого. Там вот у тебя построение системы компании, вот у тебя маршрут, вот ты это сделаешь, у тебя будет команда там и все такое. Вот это мне понятно. Но вот как какому-то человеку, который не имел опыта хорошего коучинга, объяснить, что такое коучинг, при этом как-то сделать так, чтобы в этом была срочность, ну, потому что коучинг – это как бы такая хрень, которая по большому срочности не имеет. По-хорошему тебе его всегда иметь всю твою жизнь на всех этапах, да. И нет такого момента в жизни, когда надо сказать, ну все, теперь крышка, теперь тебе нужен коучинг, иначе что-нибудь отсохнет, отвалится и так далее. Вот как это объяснять, вот это вот вообще чудесный вопрос на самом деле. Я иногда просто думаю о том, что наш акселератор – это штука, которую трудно как бы доносить до людей, объяснять, показывать ценность. Но потом, когда я подумал о том, а как же с коучингом, я понял, что нет, это просто прогулка по пляжу с точки зрения маркетинга, продаж по сравнению с коучингом. Это прям... Та еще задачка, я согласен. Вы создали бизнес, вложили в него силы, но при этом чувствуете, что завязли в рутине. В компании беспорядок, вы перегружены текущими задачами и не можете сосредоточиться на развитии, хотя такие возможности есть. Кажется даже, что вы уже прям не владелец бизнеса, а какой-то универсальный решатель всех проблем, который пытается успеть везде и повсюду и там все проблемы решить. Я сам через это проходил. И я знаю, что любому предпринимателю хочется иметь системную компанию, где все отлажено, сотрудники знают свои функции, а вы при этом занимаетесь не просто какой-то оперативкой, а вы занимаетесь стратегией развития. Компанию, где можно не только зарабатывать больше, но и иметь время на себя и на свою семью. Именно для этого я разработал систему, которая позволяет бизнесу работать без постоянного вовлечения владельца в оперативку. Я сам сейчас управляю компанией с филиалами в разных странах и с командой из 250 человек. И при этом у меня есть возможность решать, куда направлять свое время и свою энергию, свои силы. Хотите узнать, как создать такую систему в вашем бизнесе? Я приглашаю вас на мой мастер-класс «Как усилить команду, укрепить фундамент бизнеса и выйти на новый уровень». На этом мастер-классе я дам вам пошаговый план для делегирования 80% ваших текущих задач без потери контроля. Методику создания сильной команды, которая будет сама бороться за рост прибыли. Я дам инструменты для автоматизации ключевых бизнес-процессов, которые освободят ваше внимание для того, чтобы вы могли заниматься развитием. Стратегию, как за 60 дней высвободить 30 часов в вашей рабочей неделе для развития бизнеса, ну и, конечно, для вашей личной жизни. Представьте, ваш бизнес растет, прибыль увеличивается, а вы при этом чувствуете себя настоящим лидером, а не какой-то загнанной лошадью. Это я создал для себя в своем бизнесе и помог создать тысячам предпринимателей по всему миру. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылке в описании. Дайте своему бизнесу возможность расти, а себе возможность жить полноценной жизнью. Когда мы говорим, что человеку условно нужно сделать какую-то задачу и переехать, скажем так, иллюстративно из номера стандарт в стандарт плюс, то, наверное, коучинг и не сильно нужен. Никто не придет к коучу, когда у него все хорошо. Но если человеку надо справиться с вызовом и переехать из номера стандарт в президентский люкс, когда это действительно вызов, когда это щекочет прям, тогда коучинг действительно может помочь. Потому что когда ты остаешься один на один и вокруг не чувствуешь, что нужна помощь и задача вполне тебе посильна, да, можно справиться одному, можно с консультантом, но в любом случае коучинг всегда определяющий в плане скорости, в плане затрачиваемых усилий. Потому что когда я беру у клиентов интервью, обычно я выясняю, что по итогу это было сэкономлено куча времени. От многих месяцев до многих лет. Да, я это подтверждаю на 100%, это и мой опыт. Это ускорение. Коучинг – это ускоритель. То есть для кого-то, может быть, это такой пинатель, чтобы сдвинуться с места, кто застрял плотно. Но в основном все-таки это ускоритель. Это когда ты хочешь просто сделать намного быстрее. Потому что проблема же, вот ты знаешь, это интересная штука. Мы часто не осознаем, насколько мы одиноки. У нас разные роли,
как бы у нас есть роль там предпринимателя, владельца бизнеса, руководителя, мужа, заботливого отца, там, родителей и все такое. Но у нас практически нет осознанных ролей, в которых мы заботимся о себе. Ну, понятно, там физкультуркой занимаемся, там книжки читаем и все такое, но это же не является такой частью культуры, знаешь, распространенной. Это планировать, мечтать, работать над своими целями, там ставить планы, анализировать, на что ты тратишь время. Вот такой селф, такой самогигиеной заниматься, это мало кто занимается на самом деле. Меня всегда такие люди восхищали. Та же самая Людочка Богуш, которая с тайм-менеджментом и персональной эффективности. Клаус Мюллер, у которого я учился когда-то тайм-менеджменту еще в 90-х годах. Там, ну и так далее. Вот эти ребята, они меня всегда восхищали. То есть это классная штука, но это прям почему-то не является никакой частью культуры. И вот по этой причине, видимо, и как бы коучинг. У нас сейчас, наверное, есть инфо-цыган, а есть коуч. Это есть как бы коуч, это как бы инфо-цыган меньшего калибра, что-то в этом роде, там, с точки зрения ассоциации. Ну, Александр, вы зацепили на самом деле очень желанную мной тему. Это вещи, о которых прямо не говорят, но вы в консалтинге, а я в коучинге. Мы с вами занимаемся одним и тем же делом, потому что мы разбавляем это бизнес-одиночество. Это одиночество амбиций, проблем. Это правда. Я вижу это в каждом клиенте, в каждом кейсе. Вот это огульное до сумасшествия одиночество, когда не с кем поделиться. И настолько это одиночество заглушает, что даже не веришь, что ты можешь это кому-то сказать или можешь это с кем-то разделить. И тот, с кем ты это разделяешь, может этим воспользоваться в твоих интересах. И, скажем так, составить тебе компанию, быть на маршруте то ли штурманом, то ли собутыльником, ну, по крайней мере, с коучем мало того, что быстрее, так еще и точно веселее. Ну да, поэтому у меня, например, в отношении коучинга есть практическая абсолютно проблема. Это как научиться своим друзьям это продвигать, потому что я вижу много классных, крутых ребят, которые могли бы быстрее двигаться, если бы они брали коучинг и прям на каком-то этапе большие, как бы быстрые рывки делать. Я думаю, что вы уже много чего сделали тем, что собственным примером показали на себе, что вот я работаю с коучем, вот я ускорился, вот у меня есть радостные новости, я этим очень доволен и счастлив. Да? Это и есть пример и легализация для многих людей, что коучинг стоящая тема. Потому что если коучинг занимаются какие-то, ну, стрёмные ребята, ноунеймы, ну, тогда Ну, видишь, проблема еще в том, что как бы, а как в коучинге имя сделать? Потому что ты не можешь не говорить ничего, что у тебя в процессе коучинга произошло. Это я могу сказать. Вот наш клиент, вон там Макс, он сейчас купил 4 компании в Америке, сейчас он еще десяток вот купит, тут у нас проект стратегический, он развивается и так далее. Я могу назвать имена, явки, пароли, цифры там и все такое, и Макс только будет доволен, потому что ему там дополнительный пиар, предположим, да. А в коучинге как бы вот да, эта проблема, потому что ты это же не конфиденциальность. сможешь, да, ты не можешь рассказать то, что я тебе там во время наших коучинговых сессий рассказывал, да. Да и честно говоря, это же не какие-то твердые вещи в любом случае, да. Вот для меня, когда мы делали коучинг, например, для меня там одна из там мощных как бы идей – это восстановить вот тот замысел, с которым я начинал делать бизнес. Я имею в виду бизнес-акселератор, бизнес-бустер. Потому что это же так бывает. Ты начинаешь, вот я начинал делать с определенным замыслом, получил успех, это начало развиваться, потом воткнулся в определенные проблемы, что по этой траектории это не идет. Потом у нас есть партнеры, какие-то сложные проекты, потом какие-то катастрофы как бы на рынке. И этот замысел начинает ускользать. В какой-то момент из режима реализации замысла, реализации вот этой миссии переключился в режим спасения бизнеса, потому что там ковид, надо спасти, потом война, надо спасти. И ты, блин, что-то спасаешь, и потом
что-то все это становится не кайфово и не весело. Ты какой-то чертов спасатель, это вообще не тот режим и вообще не тот вайб, который был в начале, и не то, что драйвило, и не то, что давало результаты. Вот я с тобой поработал и довольно быстро как бы это отщелкал, что я просто переключился в этот режим, раз. Второе, что я переключился от своих каких-то успешных как бы инструментов, донесения смыслов, лидерства и так далее, переключился в какие-то технические аспекты, которые тоже важны, я их хорошо умею делать. Но это не главный мой инструмент. И как только вот в процессе коучинга вот я через это прошел, осознал, бац, 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 я тут же начал видеть, как я в ежедневной, обычной, тупой, каждодневной, простой рутине начинаю вот эти вещи выправлять, переключать, выстраивать. И сразу начало все как-то становиться веселее, ускоряться, проблемы начали рассасываться и так далее. То есть точка зрения. То есть это такая, я бы сказал, что, наверное, знаешь, это тоже интересная тоже штука, что коучинг, наверное, это про восстановление своей целостности, про восстановление того, кто ты такой, как и куда ты идешь, восстановление вот этого намерения быть собой. Наверное, еще и про любовь к себе, что-то такое, про восхищение собой, которое у каждого человека должно быть. Если бы это не было проблемой, то бы никто не рассказывал про синдром самозванца, да, когда человек а я ли это я? И все такое. Ну вот не мой вопрос. Зачем такому умному человеку, гению, семи пядей во лбу, ну, с царем в голове вообще нужен коуч? Ну что вы, сами не могли, что ли? Нет, конечно. Да нет, конечно, потому что, я не знаю, может быть, есть такие люди, у которых настолько потрясающая курсовая устойчивость, что там хоть атомные бомбы с неба падают, они... Ну, это, наверное, состояние Будды, там что-то такое. Вот. Нет, конечно, потому что все равно это прикольная штука, когда кто-то тебе задает вопрос, а вот что ты делаешь, а какой приоритет, а какие цели, а почему. И ты пытаешься сам найти ответ на этот вопрос, ты сам на него отвечаешь. Потому что жизнь, у нас в жизни на нас много воздействий. Все воздействуют. Рынок воздействует. Вон всякие люди позитивные и не всегда очень позитивные, там комменты тебя забрасывают во время эфира, они на тебя воздействуют. Понимаешь? Твоя семья воздействует, твои друзья, они говорят, тебе надо вот это, тебе надо обязательно вот то, а тебе, посмотри, как все красиво побежали в ту сторону Кремниевой долины, и там в Кремниевой долине, там рай, потому что бла, и вот здесь вот искусственный интеллект, а маркетинг это наше все, еще персональный имидж, если ты не набрал квадриллион там фолловеров на где-нибудь, то ты уже как бы вообще не существуешь, и тебе это надо обязательно. То есть и тебе все продают что-то, тебе продают какую-то идею. Например, вот этот юноша продает идею, ничего не продавать никогда. Ну и так далее. То есть все продают какие-то идеи. И это окей. И я отношусь к этому с пониманием, потому что у каждого есть свои интересы, и каждый двигает свою адженду. Это просто великолепно. Но я не знаю, какие яйца нужно иметь для того, чтобы на тебя это все не оказывало никакого воздействия. При этом ты жил в этом реальном мире, коммуницировал с этим, был социален, выхватывал оттуда то, что тебе на самом деле надо, но при этом как бы на тебя все остальное никак не воздействовало. Я себе просто не представляю. Причем, чем круче ты становишься, тем более мощные силы на тебя начинают воздействовать. Тем более мощные ребята тебе дают советы, которые хороши для них, скорее всего, но не для тебя. Там все более качественно это происходит, тебя достигает все более мощная реклама, у тебя все более сладкие соблазны, на самом деле. И поэтому, да, на каком бы уровне ты не был, это чертовски важно. Спасибо за честный ответ. Я думаю, еще, вот я вижу по комментариям, люди спрашивают, как выбрать коуча. Вот я бы сформулировал вопрос следующим образом. Как не ошибиться в выборе коуча и как точно знать, что это тот парень или та девушка, которые точно мне помогут, и red flags, конечно. Вот если бы вы это увидели, тогда я точно не возьму ни этого, ни подобного коуча. Но первое, как бы для выбора коуча,
нужно понимать, что делать, что должен делать коуч, что он не должен делать. И коуч не должен давать тебе решение. То есть это не коуч. Это лектор, это учитель, это преподаватель, это наставник, кто угодно, но не коуч. Он не дает тебе никаких решений. Это раз. А второе, коуч должен задавать вопросы. Коуч должен задавать правильные вопросы, глубокие вопросы. А чтобы ты мог отвечать на эти вопросы, он должен тебе по вайбу подходить. Потому что нам не все люди симпатичны. Даже нет смысла обсуждать, почему. Некоторым нравится, некоторым не нравится, некоторым заходит, некоторым не заходит. То есть он должен подходить тебе как-то по вайбу. И с моей колокольни, опять же, коуч должен быть добрым. То есть он прям должен быть добрым. У него должно быть вот такое вот доброе, добродушное, позитивное отношение к другим людям. Причем не только во время коучинговой сессии желательно. Важно, чтобы для него это было естественно. Вот. Доброта. Да, и нужно понять, вот почему, когда начинаешь коучинг получать, да, вначале ведь это медленно идет, то есть вначале происходит какая-то притерка какая-то, восстанавливается, коммуникация какая-то выстраивается, да. А коуч, по-видимому, у него какое-то уходит время, скорее всего, чтобы понять, какую область задавать вопросы и как, да, что работает для этого конкретного человека, что не работает. То есть потом это все быстрее, 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 и в какой-то момент становится прям вообще очень быстрым, очень крутым. Поэтому важно, чтобы коуч зашел по вайбу, поэтому я больше сторонник такой идеи, что нужно обязательно попробовать. Нужно пообщаться, нужно попробовать. Вот он когда тебе вопросы задает, тебе хочется с ним общаться. Тебе хочется отвечать на вопросы вообще, рот открывать, или тебе нужны какие-то сверхусилия, чтобы это делать. Вот это, мне кажется, важно. Вот. Коуч должен быть достаточно настойчивым, но настойчивым в том, что если ты пытаешься уйти от ответа или не отвечаешь, что нормально. Если, грубо говоря, эта тема для тебя болезненная. Это знаешь, вот часто спрашиваешь у людей, Серега, у тебя какие цели в жизни? И он тебе говорит, какие цели? Мне уже 35. Жизнь-то прожита, понимаешь? Что-то в этом роде. Но коуч в такой ситуации, он скажет, хорошо, ты ж, наверное, собираешься какое-то время еще прожить, сколько, например? Вот на этот период, может, у тебя есть какие-то идеи, как ты видишь. То есть, на самом деле, люди не всегда, я подозреваю, хотят отвечать на вопросы. Понятно, есть еще степень честности. И степень честности, наверное, это степень даже честности не по отношению к коучу, наверное, степень честности по отношению к самому себе. Да, вчера вот я получил хорошее сравнение, насколько надо быть честным коучем. Как владельцу со своим финансовым директором. Совершенно верно. Должен быть высокий уровень честности. Если ты хочешь, чтобы это помогало, будь открытым. Это знаешь, идешь к доктору, но как партизан молчишь о том, что у тебя происходит со здоровьем. Он сам должен догадаться. Такого. Не работает. А опять же, здесь вторая сторона есть у честности. Это доверие. То есть коуч должен быть таким человеком, которому ты готов доверять. Доверие, кстати, не мгновенно складывается. То есть требуется некоторое время, некоторое общение, чтобы сложилось обычно доверие. Но изначально ты должен быть готов доверять. Если ты на него смотришь, и ты понимаешь, что ты не готов назвать цифры, имена, события, номер депозитной, это, кстати, не обязательно номер депозитной ячейки, код называть, но тем не менее, то есть если ты не готов быть откровенен, то этот коучинг тебе нахрен не поможет на самом деле. Вот такой вопрос. А как понять, что область деятельности коуча заканчивается и начинается другого специалиста, например, консультанта или лектора, или мотивационного лектора? Это хороший вопрос. Я никогда не был фанатом мотивационных лекторов, если честно. Это не значит, что они на меня не действуют. Недавно я на TEDx одно выступление слушал прекрасное. Я такой, вау, как круто. Но это было не мотивационный, да, а это было все-таки мотивационно, но через понимание.
Да, ну не просто давайте попрыгаем и вместе похлопаем, потопаем, да, а это было через понимание. Очень классная видюшка, прям огонь. Вот, поэтому, а что касается прям мотивационных, я никогда не был особым фанатом, поэтому на этот вопрос я не отвечу. Вот что касается а, консультантов, экспертов, гуру, профессоров и так далее. Наставники А, туда же, да. Наставник для меня не очень понятная как бы категория. Наставник это, наверное, тот, кто в индивидуальном порядке выдает тебе какую-то мудрость, которая как бы, да. Но это не масс-продукт, это сказать, профессор, но в индивидуальном разливе в каком-то. А к ним стоит идти, вот когда я к ним иду. А я все время у кого-то чему-то учусь, какие-то книжки читаю, когда я просто понимаю, что мне вот эту штуку надо, вот мне вот в эту сторону надо, мне вот эту задачу надо решить, но я не понимаю как. Мне просто не хватает знаний. Я просто не понимаю, как это делается. Мгм. Получается, вы чувствуете, что вы можете сами это сделать, но чего-то не хватает это коучу, а когда вы просто не знаете и нет никаких вариантов, и провал в компетенции, это к эксперту-консультанту. Да, смотри, потому что вот я тебе говорил, ощущение, я что-то торможу, туплю, то есть не реализую свой потенциал, это коуч. А ощущение, вот, блин, надо мне это сделать, что-то я нифига не понимаю, как это сделать. Вот это уже к консультанту, какому-то источнику как бы знаний, методики и так далее. То есть это два разных на самом деле ощущения. Почему мы, кстати, в бустере объединили эту вещь? Почему мы добавили в бустер коучинг? Потому что это в каком-то смысле всегда, ну, если по-честному говорить, это всегда бутерброд. Потому что ты что-то узнал, для тебя это сработало, ты раз это быстренько внедрил, получил результат. И очень достаточно легко застрять. Ага, ну вот все, теперь все мои проблемы решены, пока жареный петух не клюнет, то я чесаться не буду, да, поэтому как бы хорошо, когда это в комбинации, когда как только ты там свою задачу компетентности закрыл как-то, бац, задачу решил, чтобы тут коуч из кустов такой, ага, хорошо, а какие у тебя вообще цели, как ты дальше собираешься двигаться? И такой, ну да, как я собираюсь? Так, а я собираюсь так, хорошо, погнали снова. Поэтому я бы сказал, что скорее всего, скорее эти две вещи, они должны идти прямо рука об руку постоянно. Александр, есть у вас догадка, почему коучинг путают с психологией, с психологами? Да, я знаю точно, почему коучинг путают с психологией с психологами, потому что, во-первых, изначально методика разрабатывали психологи, то есть это люди, которые позиционируют себя как люди с психологическим образованием, раз. Второе, довольно часто коучами становятся психологи, что в принципе окей, потому что ведь, ну давайте честно, психологи, большинство людей, которых я видел с образованием психолога, кто это такие? Это люди, которые просто горели идеей как-то помочь другим людям. Вот просто помогать, улучшать их какую-то энергию, состояние, помогать им распутывать какие-то запутанные ситуации, или когда там они впадают в депрессию, то есть просто помогать. То есть очень часто психологи идут люди, которые просто хотят помогать, искренне хотят помогать другим, и когда ты смотришь, ну окей, а как я могу это реализовать? Ну через что? То есть вот, собственно, из социально приемлемых и социально признаваемых как бы областей это вот иди получи диплом психолога. Он идет, получает диплом психолога и понимает, что, блин, что-то теперь я знаю все, но что понятно делать, непонятно. И становится коучем, и получает коучинговые методики, скорее всего, и говорит, теперь понятно, что делать, слава тебе, Господи, теперь я могу помочь, наконец, людям. Вот. Но при этом он еще нахватался кучу всякой по дороге не очень нужной фигни. Самое ужасное, когда они пытаются в коучинг привнести вот эти всякие прости папу, маму, прости бабушку, дедушку и вот все эти вещи. Спасибо. А, Не могу не спросить еще про такое явление, как коучинговый подход. Потому что когда долго находишься под прессингом своего коуча и коучинга, начинаешь перенимать различные коучинговые подходы. Закономерная вещь, так как в вашей команде еще ребята обучались коучингу, вот что вы видите изменилось в плане подхода к образованию, к вашим клиентам, в плане коучингового подхода? Возможно, что-то из внутренней кухни
Ну, из внутренней взаимодействия. кухни, смотри, это же мы же как бы быстрые ребята. Мы подметки как бы срезаем на ходу, чем мы гордимся. В хорошем смысле этого слова. То есть, например, сейчас у нас же есть программы для руководителей MBA, Executive MBA. И буквально вот на прошлой неделе я делал материал для программы Executive MBA, нет, для MBA на английском языке, вот на английском и китайском. И как раз я запиливал ту часть, которая относится к коучинговым инструментам для руководителя. Понятно, что это очень-очень-очень-очень упрощенный коучинг. Его идея заключается в следующем. Это то, как мы вот на MBA, как бы нашем MBA этому учим. Идея очень простая, что у тебя есть особый такой режим, это такой коучинг-режим. Когда ты работаешь не над тем, чтобы дать готовые решения, дать готовые ответы, там, провести за руку, а ты работаешь над тем, чтобы твой подчиненный, он стал более самостоятельным, более способным, более самоходным. И вот, по сути, да, в работе руководителя есть такая составляющая, как коучинговая составляющая, при условии, что этот руководитель действительно хочет, чтобы его подчиненные прокачались. И вот в этот момент, то есть и надо немножко сложно тем, что у тебя как у руководителя много разных инструментов, и это один из твоих инструментов. И ты должен быть еще умным, чтобы понимать, что сейчас, как говорится, вот этот инструмент применяю, сейчас вот этот. Но когда руководитель применяет коучинговый подход, то он прямо, ну, как какой-то вот в упрощенном варианте коуч, его задача задавать правильные вопросы, поддерживать хорошую коммуникацию, делать так, чтобы у подчиненного рождались решения и рождалась мотивация эти решения воплощать в жизнь. Ну, безусловно, это, я считаю, что это мегаценный инструмент для руководителя, когда руководитель этим владеет. То есть вы считаете, что это около близко must-have инструмент каждому руководителю быть коуч-компетентным и обучаться коучингу? Да, безусловно, не только руководителя, но скорее и родителя. Ну, родители, опять же, родители есть же те, которые орут, стучат ножкой, а есть более мудрые, кто вырос в какой-то очень хорошей семье с хорошими семейными традициями, у которых это уже на генном уровне как-то зашит этот коучинговый подход, когда родители все-таки, задавая детям вопросы, коммуницируя с детьми, делают так, чтобы дети начинали сами мыслить, там, принимать решения. То есть я думаю, что да, конечно, это must-have. Я думаю, что это must-have вообще для любого человека, задачей которого, у которого есть такая задача, как сделать людей сильнее рядом. То есть не просто ими управлять, там, пинка давать или там, цели указывать, а делать их при этом сильнее. И ну, лучше инструмента, вот, как бы, чем коучинг, я не знаю в этом. Ну, понятно, что тебе надо их обучать при этом, да, чтобы они свои какие-то инструменты осваивали, но вот эта коучинговая составляющая все равно должна быть, присутствовать всегда. Мгм. Я думаю, что мы уже готовы двигаться к финалу нашего эфира сегодняшнего. Вот если подвести резюме и сказать, так как же коучинг помогает бизнесу? Ну, я бы сказал так, что он дает энергию. Потому что то, что нам дает энергию, это наша целостность, это наше понимание того, кто мы такие, куда мы идем, что у нас сильное, уверенность в этом. Это дает энергию, чтобы это применять. И это дает энергию. Это просто дает энергию, а с моей точки зрения энергия – это в бизнесе все. Почему? Ну, просто потому что инструменты доступны. Да черт побери, есть книжки, есть курсы, есть тренинги, есть консультанты. Ты все, вот если у тебя есть энергия, ты все это найдешь, достанешь, добудешь, вытащишь из бесплатных YouTube-роликов, купишь, если у тебя есть деньги, возьмешь в библиотеке, чтобы почитать бесплатно. Было бы желание, была бы вот эта энергия. И когда она у каждого на каком-то уровне есть. Просто коучинг позволяет ее поднять на следующий уровень, и поэтому от этого появляются результаты. Спасибо большое за сегодняшний эфир. Я очень рад, что удалось вытащить вас прямо в Инстаграме, поболтать на эту тему, поисследовать ее. Мне очень понравился сегодняшний разговор, и буду рад новой встрече. Да, Сань, спасибо тебе, и спасибо тебе за твой коучинг в первую очередь, и за то, что делишься этим. Все, пока. Всем больших успехов, ребята.
Пока-пока. Пока-пока. До скорой встречи.